Характеристик. Есть еще фактор интенсивности использования техники. Немцы могли делать на своих самолетах по 6 боевых вылетов в день. Делалось, поэтому летчики Люфтваффе получили прозвище «самые усталые люди войны». Плюс психостимуляторы, тот же феномин первитин. И у них самое главное, они могли готовить очень быстро самолеты к вылету. За счет технического совершенства самолетов и большого числа техников, людей в черном, которых обслуживали. У нас, учитывая неотмобилизованность армии, единицы. Мы все знаем, в бой идут одни старики, когда один техник, один самолет, ну плюс еще там оружейницы. А так реально в ВВС европейских стран 10-14 человек на одну машину. Именно те людей, которые относились к наземному персоналу. Количественный свой недостаток техники, ее интенсивным использованием. Это имело место в течение всей войны. У нас 6 вылетов в день было практически исключительным вариантом, чаще 1-2. Ну, да. Максимум 3, но это уже как бы действительно была очень тяжелая нагрузка для как наземного персонала, так и летчиков. Может быть. Но вы знаете, вот если посмотреть на истребительную авиацию, просто разложить ее по фронтам. 54-я истребительная дивизия Грюнхерц – это ленинградское направление, она там и работала большую часть войны. Да, 52-я – это Флиглигешверт, это Румыния, Южный сектор, они там работали всю войну. На момент нападения на Барбароссу дали 53-ю Аспик, это центральный фронт. Там же работала 51-я Мёльдерс, дивизия истребительная. 5 полноценных дивизий, 3 полка и эскадрилью. Вот с такими истребительными силами. Причем мы же понимаем, что не бывает стопроцентной готовности самолетов. Ни в одной авиации мира. Ни у немцев, я не знаю, ни у эфиопов, ни у индусов, ни у нас. Если 80% парка готовы и боеспособны, это считается уже практически счастье. Значит, если в дивизии истребительной в 1941 году и до 1944 года, если мне не изменяет память, было 3 полка, то бишь 3 группы, это в идеальном 90 плюс-минус штабные машины. 110 где-то там. Ну до да, 110, да. Ну, резервные парки мы не рассматриваем. Это пустые мертвые машины, пока их не ввели в строй. Вот. Это получается у нас, ну, грубо говоря, 100 умножим на 6. 600 с копейками истребителей на театр военных действий, где линия фронта исчисляется тысячами километров. Вот у меня все-таки в голове это до сих пор не укладывается. Это уже все-таки не самоуверенность, и это как бы не ремонтопригодность. Но, естественно, они за это платили. Когда пишется в истории горных егерей, что мы идем, над нами ни одного истребителя Люфтваффе нету. Если мы вот сейчас в этих полях на нас навалится русский самолет, у нас будут только пулеметы МГ в наших артиллерийских парках. И они молились о том, чтобы по ним не ударили. Но, возвращаясь к эффективности работы авиации по наземным целям, только 4% танков были уничтожены ударами с воздуха. А сколько процентов грузовиков с боеприпасами, сколько процентов без бензозаправщиков, сколько мостов было разрушено? Мехлис говорил про Крым. Авиация сделала дело. Когда действительно приехал авиакорпус Рихтгофена, и он смел оборону и воспрепятствовал маневру резервами. Да, логика понятна. Но на земле сидит огромное количество советских истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, новых, старых, средних, полустарых, полусредних. И, как свидетельствуют документы, налеты на аэродромы того эффекта, вот как писалось там в советские времена, вот налетели бомбардировщики, рыдающие командиры смотрели, как горят их полки дивизии. Из документов-то следует, что прилетело 3 бомбардировщика, там, или 5, или максимум 10, сбросили бомбы, причем эффект от удара там 10-12 сожженных самолетов, а на аэродроме стоит 2 полка. Полк старых машин, которые они сдают, и полк новых. Ну, может быть, еще раз в течение дня прилетели, и эффект тот же. То есть, как бы, возможно, в определенных ситуациях эффективность действия авиации достигается, но она не является абсолютным. То есть доктрина дуэта не работает на самом деле. Ну,
больше, как мне кажется, здесь психологическое воздействие имеет место быть. Да нет, тут не психологическое, тут вполне есть зримое воздействие, когда оставшаяся в живых советская авиация интенсивно долбила немецкие танковые части. Если почитать не наших командиров, а немецких командиров, жалобы на то, что русские господствуют в воздухе, это Острог, 28 июня 1941 года. Когда 11-я танковая дивизия пошла окружать армию под Уманью, единственным средством воздействия на нее была авиация. Когда она разнесла переправу на пути 11-й дивизии, дивизия встала на полсуток. И вот советская авиация, которая никуда не испарилась, она воздействовала на операции, пусть, может быть, не в том размере, как нам хотелось бы. Понимаете, летчики часто очень субъективно. Они любят валить на негодяев-командиров. Нет, дело даже не в том, что негодяи-командиры, а как бы... Вот смотрите, в прошлый раз, когда Михаил общался с Дмитрием Хазановым, мы завершали разговор, вот, подошли к 1941 году, вот это вот удивительное понятие неучтенная убыль. Ведь если посмотреть статистику, уничтоженные на земле самолеты в первые дни войны, сбитые в воздухе самолеты, ну, да, как бы, возможно, да, 1200 и да. Но неучтенная убыль перекрывает все это. Вот как мы дошли до... 1200 это только первый день. Воздушная война продолжалась 23-го, 24-го, 25-го. Да, ну и посылали бомбардировщики без истребительного прикрытия пачками, о чем пишут все, включая того же Скрипко там, и кого только не возьми. Ну и англичане посылали без истребительного прикрытия. Это бывало. Это жизнь, это война. Да, у меня вопрос. Вот каким образом возникла такая гигантская неучтенная убыль? То есть все вот бросили и убежали. Неправда. Никуда не бросили, не убежали. Самолет – это очень тонкий механизм. И если у него там что-то ломается, он не способен сам взлететь. Алексей, и ну вот в таком количестве топлива. все вот оно сломалось. Я понимаю, на МиГе-3 надо было через 1,5 часа налета менять свечи. Вот. Свечей нет, самолет стоит. И если фронт двигается, то этот самолет попадает в неучтенную убыль. Элементарно. Парадокс заключается в том, что самолеты сгоняют в огромном количестве на удаленные от линии фронта аэродромы, где нет свечей, бензина, боеприпасов. Специфика ТВД. Почитайте Мильха, который приехал на Восточный фронт и вернулся оттуда с расширенными глазами. Ребята, у нас там валяются горами самолеты, которым не доезжают запчасти. Это Мильх лично съездил, проинспектировал части Люфтваффе. Это вот те самые самолеты, которым 10-11 техников. Да, при том, что у немцев была гораздо лучшая обстановка. И они тоже с этим сталкивались. Действительно, есть у немцев такая привычка. Они вот самолет вот сходу не списывают. У нас первый день курса битвы, взяли, списали все самолеты, которые не вернулись с задания, а потом эти самолеты начали возвращаться. Немцы, наоборот, не любят списывать самолет. Они напишут там «частично потерян», и этот частично потерянный при сдвигании фронта превращается в 100% потерян. Вопрос, вот, как это они возвращались? Вот, Это элементарно. Точно так же люди возвращались. Когда, люди, да. А самолеты, они просто садились на аэродромы другой авиадивизии, и потом перелетали на свой собственный. И получалось думаю, так, что столь массовые. Это массовое, действительно, первый день Курской битвы это было массовое явление. И то же самое, когда под Курском окружали там какой-то полк, надо потери смотреть на 31 июля, потому что люди выходили и попадали там в чужие медсанбаты позже. И вот эта вот система, она очень действительно сложна для анализа объективно. Возвращаясь в 1941 год, вот, и даже не в 22 июня, как бы, что было, то было. Что произошло, то произошло. Вот приходится читать там в книгах Драбкина, того же самого Артемова, интервью с ветеранами. Там ветеран вспоминает, что за лето 41-го по осень включительно их полк обнулился там 4 или 5 раз. Там и сям, там и сям. Тут вопрос у меня такой. Что в этом контексте составляло большую часть? Это вот неучтенная убыль, когда нет свечей, горючего и прочего, или как бы эффективность действий противника в воздухе? Вот. Немцы концентрировали и авиацию, и зенитки на направлении главного удара. И, соответственно, когда они захватывали какой-то плацдарм, и на этот плацдарм обрушивались удары советской авиации, их встречал очень плотный огонь зениток. При этом на каком-нибудь богом забытом участке фронта, который тоже худо-бедно двигался, зениток не было вообще.
То есть части Люфтваффе, вооруженные 20 и 37 миллиметровыми зенитками, там отсутствовали как класс. Это было вот как бы штатное умение действие. маневрировать. Ну, это было вот их идеология. Это потом они включили зенитки в штат. В штате немецкой дивизии любой в 1941 году зениток не было. Они подчинялись по мере надобности. И где шел танковый клин, их могло быть густо, в другом месте пусто. Это вот действительно идеология достаточно интересная, но имеющая свои минусы, естественно. Что касается бомбардировочной авиации, тоже ведь не так, чтобы слишком много, если пробежаться по фронтам-то. Сколько было штука гешвадеров, пикировщиков на нашем фронте? 3? Умение маневрировать силами. Еще универсализм. То, что делали штуки на Белостокском направлении, в направлении Минска, то делали обычные Е-87 и Е-88, те же самые, которые летали на Англию, они долбили советские танки под Радеховым. Все остальные, весь остальной мир, включая англичан и американцев, смотрели на немцев сумасшедшие. Почему? Крейзи. Они используют такие специфические самолеты, двухмоторные, дальнобойные, способные летать ночью, для того, чтобы... 88-е вы 88-е. Вот эти дальнобойные самолеты, они нагружались под завязку бомбами, висели как лампочка и били советскую артиллерию. В общей сложности наши потери на 1941 год сколько составили? По-моему, порядка 20 тысяч самолетов. Ну, даже да, несколько больше. 21 600. Потому что уже производили еще же самолеты. У нас авиапромышленность еще до войны работала в темпе, в темпе военного времени, что, в общем, правильно было. Теперь двинемся в 1942. Начиналось все достаточно веловато. Скажем так, после контрнаступления под Москвой все устали. Гости отбежали от Москвы километров на 100, на 150. Ну, не на 100, на 300, на 400 они это уже весной. Не, ну, до марта как бы они отбежали на 300-400 километров. До 100 они в декабре отбежали. Ну, хорошо, отбежали на 300-400 километров. До Сталинграда, в общем-то, насколько я помню, ничего серьезного в воздухе не происходило. Демянск. Воздушный мост Демянск, это же эпопея. Опять же, Харьков, Крым. Крым очень могучее воздушное сражение над Харьковом, май. Демянск – это котел, который год вообще бурлил, прежде чем он закрылся, поэтому это такая вялотекущая вещь. Она интересна только тем, что туда достаточно результативно транспортная авиация поставляла боеприпасы, снаряжение, продовольствие и все, что им нужно, за счет чего они выживали, и, как мне кажется, возникла иллюзия у Геринга, что в Сталинграде та же самая история прокатит. Правильно? Да, ну и надо сказать, что это было окружение временное второго немецкого армейского корпуса, который был деблокирован буквально через несколько недель после окружения. Была вот эта тоненькая ниточка по земле, но тем не менее воздушный мост сохранялся вплоть до его эвакуации уже зимой 1942-1943 года. Ну да, это вот одна операция, но каких-то активных воздушных боев или активных бомбардировок Демянска, по-моему, не было. Так, чтобы там вот сотнями налетали с той стороны, с этой. По-моему, там мало было. Это был воздушный мост. Единственное, действительно, чем он интересен, оттуда пошла история Мересьева. Он был сбит именно там. А так, воздушное сражение, это был, в первую очередь, Крым, то есть это наступление Крымского фронта, и затем его разгром в мае 1942 года, и затем сражение тоже, потребовавшее значительно воздушных сил. Это Харьков. Да, это Харьков, тоже май 1942 года. Ну да, после чего образовалась огромная дырка. Крым, это, соответственно, мы имеем 52-ю истребительную эскадру, дивизию, говоря по-русски. И туда же 8-й авиакорпус Рихтгофен, то есть он метался между Крымом и Харьковом. Ситуация, которая складывается в это время, все-таки таких масштабных вещей, как сражение на Кубани, там не было. Не, ну Кубань это в значительной мере, как говорится, распиаренная вещь, потому что так она сама по себе сражение, оно сильно уступает сражениям в воздухе в мае 1943 года, если говорить так. Но оно пропиарено хорошо. Да, потому что там участвовали наши знаменитые асы, поэтому масштабы его несколько раздут. Потому что... Давайте вернемся в 42-й, в 42-й на юг, потому что как бы третья у Рихтхофена, 52-я со своей извечной Констанцией и как бы вот этим вот участком фронта, откуда особенно никуда не убежишь. То есть, получается, мы имеем тут вообще порядка 180 истребителей.
в общей сложности, и бомбардировщиков сколько? Побольше, наверное. Все-таки истребители у них составляли около 30% летного парка. Не, ну так в плане БЛАУ всего было задействовано несколько сотен бомбардировщиков. Естественно, да. это... Они как бы имели всегда больший вес, большее преимущество у Люфтваффе, как ударная сила, в общем. А эти ерундой занимаются. И все-таки у меня вот есть некоторые сомнения относительно результативности, вот, помимо там, психологической, создания паники, там, дезорганизации на земле. Вот, да, хорошо. Я, безусловно, признаю факт, что Рудель попал в линкор «Марат». Ну, попал и попал. Этот факт как раз подвергается сомнению. Ну, как, сломал его. Рудель, не Рудель, ну, сломали, хорошо. Но все равно, как бы, цели точечные, бомбардировщик попасть точно в танк бомбой не может. Ну, там мы не берем ПТАБы 43-го года, которые засыпали вылы по 200 штук. Но они тоже не особо попадали. И тоже не особо попадали, понимаете? Основная цель авиации была, в общем-то, сухопутные войска, транспортная артиллерия и артиллерия. Понимаете, когда стоят пушки тяжелые, весом по 4 тонны на позициях, их, как говорится, под кустик не спрячешь. Когда на эти позиции пикирует Ю-87, то батарея обречена. А кто противостоял и в каком количестве немцам в тот период? Масштабы какие, с чем можно сопоставить? С чем сопоставить? Тут получилась такая ситуация, что действительно ждали основных ударов на Западе, да, и поэтому воздушные армии, как таковые, то есть как средство борьбы, они начали создаваться в первую очередь на Западном фронте, Первая воздушная армия. А на юге все это запоздало, и даже запоздало в сравнении с Первой воздушной армией, которая появилась в июне 1942 года. И, соответственно, как всегда, не успели перебросить. Нет, там ее никуда не перебрасывали, воздушная армия, она прикручивала шурупами к своему фронту и никуда от него не девалась, только ее, может, соединения тасовали. А на юге вот это вот создание танковых корпусов и воздушных армий, оно находилось еще в начальной стадии, в мае 1942 года. Поэтому столкнулись с теми же проблемами, что и в 1941 году, когда авиация распылена по армиям, и за счет этого не может быть использована кулаком. И поэтому... Вот эти все силы авиации, там, Южного фронта, например, то есть Южный фронт простаивал, в то время как Юго-Западный фронт изо всех сил бился за Харьков. Точно так же Крымский фронт, авиация Крымского фронта, она не могла участвовать, естественно, в сражении за Харьков, точно такими же маневрами авиационных соединений. То есть, как бы, в отличие от немцев, все прикручивалось шурупами, и даже если... Нет, тут, если бы воздушная армия, в чем суть воздушной армии? В том, что все авиасоединения, находящиеся в подчинении данного фронта, подчиняются единому штабу. Они разбрасываются по армиям. Нет, это понятно, это как бы правильно, это Новиков, насколько я понимаю, родил за это. Это позволяло авиасоединениям использовать их на заданном направлении. А так, когда в одной армии одна армия бьется изо всех сил, вторая занимает широкий участок фронта в обороне, ее ВВС, в общем-то, бездельничают. То есть решают задачи не самые важные на этот момент. А вот когда создавалась воздушная армия, все авиасоединения, разворачиваясь, могли броситься там, вот, на Харьков, там, на Ржев, на Великие Луки. Как немцы, взять отсюда, переставить сюда. Такого масштаба, как у немцев, у нас все же не получалось передвижек. То есть у нас, как бы, мы пришли к идее воздушной армии и закрепили ее жестко за фронтом. Каждый фронт имел свою воздушную армию. Ее могли пополнять, добрасывать в ней соединения, могли из нее изымать, перебрасывать на другое направление. Но вот сама она, как структура, оставалась статично привязанной к фронту. Поэтому так, как немцы сделали, вот, опять же, под Сталинградом, под Курском, когда бралась авиация с достаточно широкого фронта и концентрировалась на выбранном направлении главного удара. Когда под Курск была собрана авиация едва ли не из-под Ленинграда, и из Крыма, и откуда. Понятно. Но в Курск мы показывали, за это не будем. Да, давайте и вот этого лето 42-го. Вот этой концентрации нам не удалось добиться и в 1942 году. Даже вот те зачатки, которые были, вот началось с июня, мы строили свою ВВС, строили, в принципе, в правильном направлении, но... Я не помню, у кого, по-моему... У Молодчего или у Скрипков встретил такой термин «компас Кагановича». Ну, что это такое? Ну, железная дорога. Заплутал, привязался к ней и прилетел, слава богу. Ну, это стандартно. Было еще, я не знаю, как его компасом называли, реки. Реки были очень хорошим ориентиром. Реки, ночью, да, тоже. Ну, да. Ну, по-любому, как бы, уровень подготовки, он, опять же, вот по Драбкинским книжкам, был как перед войной ужасающий. В 1941
41-м ужасающий. В 42-м люди пишут, что у них вообще забирали последние самолеты из авиашкол, бензина не давали. И в 43-м они попадали в учебные авиаполки, в ЗАПы, где их там буквально за несколько часов чему-то учили. Сам был в битве за Британию, когда британцы бросали любой летчик, который был там 15 часов, 20 часов на лет. Это жизнь. Это как бы, когда страну прижимают вот к стенке, это надо действовать как надо. В 41-м прижали к стенке, хорошо. В 42-м величайшее напряжение сил. Величайшее напряжение сил – это как у Жванецкого. Подвиг одного, результат идиотизма другого. Ну, это красивые слова. А так суть идет в том, что кто больше бросит в бой, тот выиграет. Нет, ну это понятно. Если взять ту же Сицилию, если 53-я истребительная дивизия на Восточном фронте лютовала в 1942 году как хотела, то если почитать мемуары летчиков 53-й на Сицилии, такое невероятное понятие, как «Thunderbolt-боязнь». Ну, как вообще? Самолет, который управляется приблизительно как товарный вагон, и неожиданно его боязнь. Да очень просто, потому что там сидит 90 или 100 этих истребителей 53-й дивизии, и на каждого из них во время налета американской авиации охотится по 12-14 Thunderbolt'ов. Ну, вот это правильный путь к счастью. То есть надо на один самолет противника выставлять 10, и тогда будет победа. Естественно, и тогда будет счастье, да, и жизнь наладится. Это все понятно. Да еще нужно, чтобы летчик был хотя бы средней квалификации. И самолет, если управляемый как товарный вагон, но летающий со скоростью 700 км в час. Ну уж какой есть. Если этого же солдатика дать ему винтовку и поставить цепь, от него толку будет гораздо меньше, чем если посадить его в самолет, у которого пушка 20 мм, там, бомба 600 килограмм. Толку от этого будет больше. И советское правительство, естественно, рассуждало, что лучше сделать на один самолет противника 10, а то и 20, выучить людей и бросить их в бой. Все хорошо. И здесь как бы и спору нет. И счастье было бы нам, если бы было так. Если бы вечной болезнью Яков и Лавочкиных с ВК-105 не было заливания лобового стекла маслом, что и без того славу подготовленному летчику жизнь не упрощала. На Мигах в меньшей степени, но все равно было. Ну, как бы, это лучше, чем с винтовкой в цепи. Лучше, чем с винтовкой в цепи. И все-таки, Алексей, давайте вернемся вот к этим двум битвам. Я задал вопрос. Масштаб вот сражения на юге и над Харьковом, численность приблизительно авиационных сил? 600-800 машин. С каждой стороны? Да. Ну, круто. Ну, опять же, учитывая, что у нас часть это У-2, который летает только ночью. Нет, ну, понятно, а у них часть Физлер-Шторх. Вот. Ну, Физлер-Шторх, они связные, у нас все же как бы... Связные, санитарные. У них, опять же, 123-й Хеншели, там, каждой твари по паре. Но при количестве по 600-800 с каждой стороны мы понимаем, что там истребителей, 100. Около 100, не более. То есть отсюда и как бы каких-то масштабных боевых операций не может возникнуть по определению. Но большая часть вылетов ударных самолетов, она происходит без воздействия противника. Это как бы закон войны, что когда нет сплошного радиолокационного поля, они могут летать, бомбить, встретиться с истребителем по большим праздникам. Да, но воздушных боев таких вот серьезных не было. Насколько я понимаю, все-таки серьезные воздушные бои 1942 года начались именно когда дело докатилось до Сталинграда, когда вот тот же самый Хеппи пишет... Почему? Ржев впервые появился в Фоке-Вуль 190 и разыгралось могучее сражение над Ржевом осенью 1942 года. Очень. Под Ржевом вот драбкинские ветераны и пишут, что под Ржевом у них полк выбивали там буквально за месяц 5 раз. Да, потому что у немцев были бетонированные полосы, у них было меньше плечевого полета, на который они могли. Это действительно серьезно. Там действовал 51-й Гешвадер, истребительная дивизия, вот тогда она уже была Мёльдерс. Да. В 1942-м. Мёльдерс уже налетел на заводскую трубу и почил в Бозе. Ну, не сам он, а самолет, в котором он летел. Вот. Кроме 51-й, кто-то был из истребителей на Ржевском направлении? Наверное, нет. 54-ю привлекали. Да, ну, ее с краю, справа подтягивали. 54-я истребительная дивизия, это, соответственно, Грюнхерц. Большое сражение. Тягостное, затяжное. Почему оно вот как бы и неизвестно?
Неизвестно, потому что у нас по непонятным причинам считали, что вот надо свои неуспехи замалчивать 100%. Хотя там тоже есть на что посмотреть, там есть своя интрига в этих сражениях. Опять же, когда у нас была операция «Марс», там было очень интересно сделано, поскольку не хватало железных дорог в направлении Калининского фронта, решили компенсировать артиллерию, которой надо было возить боеприпасы по железной дороге, ее компенсировали ударами авиации. Соответственно, концентрировались усилия достаточно большого количества соединений, причем свежеподготовленных, и считал, что они лучшие в Красной Армии. Вот лучшие в Красной Армии соединения поставили выполнять роль артиллерии для Калининского фронта. То есть АДД туда... Не АДД, именно ударные соединения поставили обычно, то есть штурмовая авиадивизия, бомбардировочная дивизия. Также Ржев всегда был местом испытаний новой техники, поскольку место тихое сравнительно, фронт не дергается, там в августе воевали «Мустанги», то есть одна из авиадивизий, в авиаполке несколько «Мустангов» у нее летали. Правда, недолго, но, по крайней мере, в оперативных сводках они проскакивали. Осенью, в период операции «Марс» в ноябре, там испытывались самолет Ту-2. Первый полк Ту-2 бросили именно под Ржев, потому что фронт статичный, меньше вероятности того, что сдвинут и захватят целый самолет. Ну так, там налет на потерю был самый большой, в смысле, самый низкий на всем Восточном фронте. То есть на то, чтобы потерять самолет, налетывали примерно 60-70 боевых вылетов. Немцы? Нет, наши. Наши. То есть у нас велась статистика. Карельский фронт против финнов был самый низкий. То есть надо для того, чтобы тебя сбили, надо было пролетать 150 вылетов. Всю войну фактически получилось. Полвойны, хотя бы. И на южном секторе, когда наши наступали, тоже около сотни боевых вылетов. А так 60-70, а то и 40 для штурмовиков. Это был Ржев, потому что место у немцев насиженное, аэродромы подготовлены, и там была воздушная война самая тяжелая именно в вот меня удивило, что выбивали так быстро, потому что обычно полк живет недели две как минимум. Если все хорошо во время активных боевых действий, то месяц живет там. Вот Арсентьева, если вспомнить мемуары Ивана Арсентьевича Штурмовика, как раз вот 42-й год, юг, Крым. Прилетели, через 2 недели полк выбили. Это как бы считалось нормальным. У нас по МОП-плану февраля 1941 года считалось, что потери за год авиации будут 200%. То есть надо оборачивать 2 раза. Но это справедливая оценка, выведена еще из опыта Первой мировой войны. И, исходя из этого, готовили большое количество пилотов, потому что понимали, что если... Ведь в конце войны потери нашей авиации на штурмовики приходилось порядка 40%. То есть летчики-смертники. Но это было основной ударной силой Красной Армии, военно-воздушной сил Красной Армии, естественно, они несли большие потери. Но они, опять же, прокладывали путь наземным войскам. Это понятно, как непосредственная поддержка войск, ты практически обречен. Причем, что меня... это, опять же, логично, когда появился стрелок-радист, соотношение потерь пилотов Ила-2 применительно к стрелку 1 к 7. Это, опять же, это сделана была статистика, по одному полку ее взяли, эта цифра теперь гуляет. Реально, если смотреть тот же Ржев, то, опять же, оперативный документ, такого соотношения... под Ржевом еще не было и стрелков у них в 1942 году. Нет, в 1942-м там уже буфель, если идти в 1943 год, вытеснение Ржевского выступа, вот это буфель, там опять же есть статистика уже по двухместному. Их, как мне кажется, должно было быть еще тогда ничтожно мало. Да, немцы, соответственно, запустили 190-й там, без особого восторга и помпы он там летал. То есть... я не слышал никаких ни немецких, ни наших воспоминаний о том, чтобы он там отличился в 1942 году. Опять же, чем эта бы то ни тема было. такая, можно сказать, замалчиваемая Ржев, поэтому у нас про это не вспоминают. Поэтому, когда под Сталинградом маки итальянские принимали за Фокке-Вульф.